Привет! Добро пожаловать на канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. Как вы уже поняли, я сейчас направляюсь к своей первой землянке. Да, надо признаться, испытываю определенное волнение. Все ли там с ней в порядке? Был ли кто-то, посещал ее? Как там вообще мой огород? Очень интересно проверить. И хочется уже быстрее к ней подойти. Осталось идти буквально 100 метров. Поэтому пойдемте, не будем ждать и откладывать на потом. Быстрее посмотрим, все ли там хорошо. Ого, как там все заросло травой. Ее и не видно даже издалека. Вот это да! Просто чумовой вид. Вырос газон прямо перед входом в землянку. Папоротник. Деревья подросли. Да и вот эти вот маленькие деревца прижились и растут. А как много травы вообще. А лук. Обалдеть. Лук прямо молочный. Я как сейчас помню, когда сажал лук, очень много комментариев было. Да ты там, колхозник, вообще неправильно все посадил, ничего не вырастет. Трава. Повторяю еще раз, трава, она и в Африке трава. Лук весь вырос практически. Ну, может быть, какие-то луковицы не проросли. Я не знаю, но судите сами. Лука очень много. Офигеть, как много травы на крыше землянки. Она прям по полметра высотой. Просто не могу вам передать словами, под каким сейчас я впечатлением нахожусь. И как я рад, что сюда приехал. Я прям ждал, что здесь будет все в зелени, но я не был готов, что будет все настолько зеленым. А сколько папоротников выросло. Прямо целое поле из него. Именно этот папоротник защищает теперь надежно мою землянку от сторонних глаз. И вообще вот так вот, если посмотреть, со стороны непонятно, что тут находится. Просто холмик и холмик. Получается, с трех сторон никаких, не знаю, знаков нету, говорящих о том, что здесь есть какое-то уютное жилище. Давайте все-таки зайдем уже туда. Точно. Здесь же был Дима, походный оптимист, 23 мая, а сегодня 14 июня. То есть последний раз здесь кто-то был в этой землянке три недели назад. И на удивление, больше никто сюда не приходил. Фух, смотрю, и прям как будто бы отсюда и не уходил. Все по-старому, все так же, как и было раньше. Единственное, только на печке вот эти вот блины, которые закрывают печное отверстие, на плите печной немножко проржавели.
видимо, здесь все-таки где-то капает с крыши, вода протекает. Но в любом случае, какое бы ни было строение, будь то загородный дом, либо дача, да или даже землянка в лесу, любое строение требует своевременного ухода и планового ремонта. Именно за этим я сегодня сюда и приехал. То есть помимо того, что сейчас полью огород, я еще хочу сделать следующие работы. Во-первых, я наконец-таки привез с собой зонтик на трубу дымохода. Как вы помните, последний раз, когда Дима здесь был, я посмотрел его видео и увидел много недостатков, на которых он акцентировал свое внимание. И один из этих недостатков был незакрытый дымоход, точнее ненадежный дымоход. Я прям прекрасно помню, когда он затопил мою печку, как вылетали искры из трубы. Ну, как бы зимой это не имеет большого значения, потому что, снег, да, ничего не загорится. А сейчас это, конечно же, очень несет в себе большую опасность. В сосновом лесу очень много сосновых иголок всегда лежит, сухих, естественно. И от малейшей искорки они могут загореться, и начнется, не дай бог, пожар. Да, я как бы сюда пока не намерен приезжать в ближайшем обозримом будущем, там, 2-3 недели. Но мало ли, вдруг кто-то захочет затопить здесь печь и провести хорошо время, отдохнуть с пользой для себя. И главное, чтобы не было вреда лесу. Поэтому я принес вот этот зонтик, и сегодня я его установлю на дымоход. Ну и, конечно же, наконец-таки я привез с собой отработанное масло машинное. Его я буду использовать для пропитки опорных столбов землянки с помощью высверливания в них отверстий, и буду шприцевать малыми дозами, с помощью шприца вводить масло в эти отверстия. Со временем, когда масло пропитается в дерево, столбы будут практически как бетонные и прослужат лет 10-15 точно. Возможно, это не очень экологично, но зато это надежно. Ну и так по мелочи, если вы помните, птички своровали у меня утеплитель между бревен, я его тоже принес с собой, сегодня пробью вот этим льном, специальным межвинцовым утеплителем между бревен. Ну и вкусную еду приготовлю, конечно же. Ну а вам желаю приятного просмотра, садитесь поудобнее, режьте себе бутерброды, наливайте чай, кофе, поехали! Да, приятно вот так вот иной раз погулять по лесу, сесть на пенек, съесть пирожок, подумать о чем-нибудь хорошем. А вообще, лесом покрыта почти половина России, и поэтому у нас очень много лесничеств. И если вы думали, что лесничий — это бородач из сибирской глуши, то вы ошибаетесь. Посмотрите вот это видео. Рабочее место у лесничего 6 тысяч гектар, 7 тысяч гектар. Приходишь домой и осмысливаешь, как я, жива-то осталась. У меня в машине лежит лопата и топор. Бывают у нас всякие слеты, например, БДСМ. В этой профессии, если люди приходят и отрабатывают год, два, выдерживают, то они, значит, остаются надолго. Меня зовут Дарья, и я охраняю лес. Видео про лесничую Дарью сняли ребята с канала Раскадровка. Они каждую неделю выкладывают выпуски про профессии. Есть про экзотические, например, клоун или мультипликатор, а есть и про более обычные – таксист, курьер, ветеринар. Канал еще молодой, но контент делают очень качественный. Посмотрите и подпишитесь, если вам понравится.
Да, после долгой зимы затяжной и вообще холодной температуры в нашей области нужно все проветрить, просушить. Проветрить я имею в виду саму землянку, а просушить вещи, которые в ней находились. Пойдемте посмотрим, что там с водяным накопителем вообще. Ну, вода-то вряд ли куда-то испарилась. Ого, муравейник тут образовался. Совершенно точно его здесь раньше не было. Да, конечно, вода не самого лучшего качества, но я ее пить-то и не собираюсь. А вот в качестве полива моего маленького огородика она подойдет как нельзя лучше. Вы когда-нибудь пробовали лук, выращенный в лесу? Я пробовал. Попробуйте и вы. Может быть, получится тоже вырастить лучок. Вкус совершенно другой. Хотите верьте, хотите нет. Может быть, это самовнушение. Из-за того, что вырастил этот лучок я, а не кто-то другой. Может быть, в этом дело. Но мне кажется, нет. Отличный, отличный лучок. Можно вообще попробовать вырастить что-то еще здесь. Например, смородину или малину. Почему бы, собственно, и нет. С почвой я научился работать. Собирать верхний плодородистый слой. Весь его в кучу складывать. Перекапывать. И уже на нем что-то можно выращивать. В принципе, ничего сложного, если не брать во внимание тот факт, что здесь везде сплошной песок.
Дело в том, что у меня труба 100-я, а зонтик я купил 115 в диаметре, 115 миллиметров. Я не нашел просто зонтик на 100-ю трубу и, как говорится, заколхозил, переделал конструкцию зонтика немножко, чтобы он смог крепко и надежно держаться на моей 100-й трубе. Немножко не стыкуется. Сейчас подправлю. Получается, что здесь сверху я вкрутил длинные саморезы, и в них упирается труба. То есть, когда я надел зонтик на трубу, вот здесь по этому уровню саморезы, труба уперлась в саморезы. А чуть ниже я вкрутил 3 самореза, и уже они упираются в саму трубу, и за счет этого сам зонтик немножко распирает в разные стороны, и он держится крепко и надежно, то есть не крутится ничего, все вполне рабочая схема, как говорится. И пробью сейчас все щели межвинцовым утеплителем. Как я уже говорил ранее, у меня здесь птицы по ранней весне начали все это дело растаскивать. Ну, наверное, построили свои домики, там родили детишек, воспитали их, уже научили летать. Ну, а утеплитель-то не вернули, забыли. Поэтому сейчас все видимые щели, где я их увижу, естественно, пробиваю вот этим льном. И уже после этого можно будет спокойно переместиться внутрь землянки, затопить печку, начать готовить вкусный ужин. Я сюда и приехал-то, честно говоря, с одной целью: посидеть около печки. Те, кто этого не пробовал никогда, ну, мало ли, люди разные, да, то есть у кого-то, может быть, никогда в жизни и не было печки. У меня на даче есть печь, и мне очень нравится там ее затапливать и сидеть около нее, подкидывать дровишки. А там еще у меня и дверца стеклянная. Но и в землянке мне по-своему даже больше нравится, чем, наверное, на даче, я так думаю. Потому что здесь совершенно дикая местность, нету никаких соседей, которые могут шуметь, сверлить, пилить, с утра включить триммер, газонокосилку и мешать мне спать. А здесь совершенно другая атмосфера, тихо, спокойно, никто не мешает.
И мне нравится поэтому проводить время здесь, в землянке. Все. Отличная работа. Буквально 10 минут. А землянка теперь утеплена. Никаких щелей, видимых, по крайней мере, я не вижу. Ну а этот утеплитель, который у меня остается, я его заберу как раз таки в свою новую землянку. И там уже буду с помощью этого межвинцового утеплителя заделывать щели. Также с наружной стороны землянки. Да, меня здесь не было всего лишь 3 недели, а, мягко говоря, уже тут прям очень и очень не убрано. Сейчас даже полы пришлось подмести. Ну, все-таки это лесное жилье, и тут, как ни крути, от этого никуда не деться. Постоянно будет появляться какой-то мусор, какие-то там, не знаю, веточки, листочки, еще что-то. Да и просто даже вся обшивка здесь деревянная. Нет-нет, да и что-то, может быть, отвалится. От этого никуда не денешься, поэтому, в принципе, ничего такого страшного в этом нету. Так, основное я все сделал, что хотел. Время еще есть, 8 часов.
За 2,5 часа я сделал практически все, что хотел. Акварельный нож плохой. Нормально, даже дрова рубить можно. Хороший нож. Ну вот, отлично. Совсем другое дело. Зонтик защищает, во-первых, дымоход от попадания внутрь осадков. Соответственно, труба медленнее будет ржаветь. Ну, а во-вторых, от искр, которые будут вылетать из печки. Да, все-таки я соскучился по этому месту. Так здесь классно. О, воробушек он. Специально не стал закрывать плиту вот этим диском, чтобы дымом выгнать отсюда комаров, а то что-то вообще они озверели. Ну ничего, сейчас они все очень быстро разлетятся. Наконец-то нахожусь в этой земляночке своей. Так я долго ждал этого момента, когда затоплю печь. И вот буду сидеть на этом месте,
с этим моим столом, который некоторым людям не нравится. И, в принципе, это обосновано. Да, то есть полоборота есть и готовить не очень удобно. Ну, какие-то варианты, я даже не знаю, какие здесь варианты можно придумать. Какой-то, может быть, откидной стол вот так вот. Даже не знаю. Наверное, все так и оставлю, ничего не буду делать. Вот стоит этот стол так, и фиг с ним. Нормально. И так сойдет. Займемся, наконец-таки, бревнами. Достаю шуруповерт и буду сверлить отверстие. Я вот смотрю, кстати, бревно здесь как будто как подмоченное. А с чего вдруг? Где вода протекает, непонятно. Неужели крыша стала пропускать воду? Это очень плохо. Учитывая, что у меня на крыше сейчас выросла трава, газон вырос. Будет очень жалко разбирать крышу и что-то с ней делать, герметизировать. А может, просто отсырела от долгого отсутствия. То есть, получается, я вот так вот сверлю отверстие под углом, по диагонали. И туда шприцом заливаю масло. Возможно, это не самый эстетичный метод, то что я вот эти отверстия высверливаю, но как бы сейчас важнее не то, как будет выглядеть вот это вот бревно, да, а как долго оно сохранится. Блин, а масло прям впитывается на ура. По сути, можно будет эту баклажку с маслом отработанным здесь оставить и шприц, и периодически шприцевать вот так вот до того момента, пока бревно не станет прямо такое звенящее, дубовое. Наступило наконец-таки лето, полностью вступило оно в законные права, температура воздуха поднялась выше плюс 20 градусов. И я думаю, каждый из вас любит охладиться холодненькой окрошечкой в такую жаркую погоду. И сегодня я буду как раз готовить окрошку. Рецепт, в принципе, стандартный, традиционный. Ингредиенты я буду использовать все те же самые, что и вы. Картошка, яйца, огурцы. Но единственный маленький нюанс: я буду использовать лучок не купленный, а свой, который у меня вырос здесь в огороде, в лесном. Ну что ж, поставлю пока отвариваться картошку и буду резать колбасу, огурцы, редис, лучок.
нарезаю огурцы, редисочку, лучок. И все это буду складывать сюда, в косушку. Не могу удержаться, так вкусно пахнет редис. Вкуснячно. Видимо, просто организм уже соскучился по зелени, по овощам. И все кажется невероятно вкусным. Ну и колбаса, естественно, тоже вкусная. Когда эта колбаса была невкусная. Особенно в походе. Так, колбаски что-то мало, я смотрю. Надо подрезать еще, я так думаю. Теперь осталось дождаться, когда сварятся яйца, ну а потом и картошка. Все это дело нарежу и залью. Как вы думаете, чем залью? Квасом или кефиром? Да, я взял и квас, и кефир. Дело в том, что у меня жена родом из южных республик Советского Союза. Назовем это так. Но сейчас это отдельная страна. А тогда это, там, сколько, 30 лет назад, это была Советская Республика. Не 30 лет, а поболее. И когда мы с ней познакомились, она мне говорит: хочешь окрошки? Ну, почему бы нет, собственно, хочу. Приготовила мне окрошку и заливает все это дело кефиром. Я когда попробовал первый раз, думаю, что за фигня вообще непонятная. Окрошка, да с кефиром. Я такого ни разу в жизни не ел. И, конечно же, в первый раз блюдо это мне далось тяжело. Но потом как-то пару раз попробовал и приноровился, видимо, есть. Мне очень даже понравилась окрошка с кефиром. Ну, я и люблю ее и с квасом, и с кефиром, без разницы. Я могу и так употреблять. А вот моя жена наоборот. Я говорю: ты что, говорю, с кефиром ты готовишь мне окрошку? Ну, когда первый раз. Говорю: давай с квасом попробуй. Я попробовал с кефиром, а она в итоге, наоборот, попробовала с квасом. То есть в Самаре она вообще первый раз в жизни попробовала окрошку на квасе. Для меня это, конечно, был дикий шок. Ну, вот такие вот нравы в других городах, странах. Кто-то ест окрошку на кефире, кто-то на квасе. И то имеет право на жизнь. Я как бы спорить о вкусах не буду. Но мне больше, конечно, все-таки нравится на квасе. Ну и на кефире тоже в охоточку иногда заходит очень хорошо. Поэтому сегодня я сделаю сначала на квасе первую порцию окрошки съем, а следующую порцию окрошки съем на кефире. Самое главное, чтобы ночью не случилось революции в моем животе,
из-за смешения кваса с кефиром. Но я думаю, все в порядке будет. И не такие продукты и ингредиенты я смешивал в своей жизни. И все было хорошо. Осталось почистить картошку, порезать ее и насладиться этим прекрасным и вкуснейшим блюдом. Картошка сама прям рассыпается, ее, по сути, и резать-то не надо. Все, пока окрошечка пусть охладится на улице. Ну, а я немножко посижу, отдохну. Да, все-таки квасок вот этот шикарный. Ну, а минут через 15 уже поем окрошечки. Очень хочется есть. Так, надо соль приготовить, кстати. Какая окрошка без соли и без кваса. Ну и для кого-то без кефира. Ну и для тех, у кого крепкие желудки, рекомендую попробовать окрошку еще и на кефире. Для многих вкус, конечно же, покажется очень и очень странным. Но поверьте мне, это дело привычки, и это тоже очень вкусно. Обалдеть. У меня такое ощущение, что это даже вкуснее, чем на квасе. Такая легкая кислинка. И вообще вкус кефира чувствуется весьма хорошо. Очень вкусно. Отлично поел. Доволен как слон.
Давно не был в этой земляночке своей любимой. Сейчас, я так думаю, приснится просто отличный сон. Какой красивый паучок. Я что-то таких ни разу и не видел. Доброе утро. 7:40. Отлично просто спалось. Вообще невероятно. И просыпаешься, прям аромат вот этот лесного воздуха вдыхаешь полной грудью. Супер. Да, конечно, местечко вообще хорошее. Тихо. Ну и самое главное, комфортно. Что там на улице, интересно, происходит? Пойдемте посмотрим. Да, все-таки птички сюда прилетают. Едят мой корм, который я периодически докладываю в кормушку. Это хорошо, это радует. Да и вообще выходить утром из такой вот лесной землянки приятно под пение птиц. Еще даже успел застать капельки росы на траве, хотя встал уже поздно, солнце вон высоко, 7:30, а солнце уже вон как высоко. Во сколько же оно? Часа в 4, наверное, восход солнца был. Обалдеть. 1, 2, 3, да, где-то 3-4 часа уже как оно зашло. Световой день увеличился, и дни стали длиннее, теплее. И вообще находиться на природе, гулять — одно удовольствие и радость. Тишина какая прям восхитительная. Столько зелени выросло вокруг, много. И папоротник, и вообще, в принципе, сама трава. И деревья, кстати, подросли, листочками покрылись. Прям такой уголочек стал красивый на фоне общего леса. Землянка выделяется.
Но выделяется она не своим обликом издалека, да, а своей какой-то особой красотой уже вблизи. Когда к ней подходишь, конечно, невероятные ощущения. И вот было бы интересно увидеть реакцию человека, который найдет эту землянку. В следующий раз надо будет где-то спрятать ловушку прямо вот рядом со входом в землянку. Хочется увидеть лицо человека, проходящего мимо и обнаружившего такое необычное место. Не буду закрывать до конца дверь. Немного приоставлю ее открытой, пусть проветривается. Да и створки на своем окне тоже закрывать не буду. Пусть солнечные лучи туда попадают, и помещение быстрее прогреваться будет и просушиваться. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Это был канал Лесной Строитель. Мне было очень приятно, что вы оставались со мной до этого момента. Ну, а еще приятнее мне будет, если вы оставите какой-нибудь комментарий под этим роликом. До новых встреч. Пока-пока.